Привет всем! Привет! А сейчас мы вам покажем обзор наших апартаментов, которые мы сняли на месяц в Нубии. Да, стоимость апартаментов, сразу скажу, варьируется где-то от 300, ну и выше, в зависимости от квадратных метров, от состояния комнат, от состояния мебели, ну, от много чего. И, соответственно, от собственников квартир. Здесь, в этом отеле, допустим, Нубия, их около 4, по-моему, 4 человека, которые занимаются сдачей. Проживают здесь большое количество на постоянной основе, которые приезжают, уезжают, приезжают на зимовку, на месяц. А собственники сдают вот 4 человека. И если вам какая-нибудь информация нужна более конкретно по сдаче или по съему этой квартиры, вы пишите в комментариях или припишите на электронную почту. Давайте знать, и мы это все вам расскажем, как это сделать, как это все делается с минимальным бюджетом. Мы знаем, мы с вами поделимся. Да, сейчас мы покажем вам апартаменты. Да, я сейчас свет просто включу, я там уже включила. Видно? Угу. Ну вот, сразу мы попадаем с вами вот такую вот, как это, спальню, да? Это студия. Спальня, это... гостиная, Да. короче, все два в одном. Вот, шкаф сразу направо. Я уже туда не пойду, ты туда говорить, это наши уже вещи. Как бы места там хватает, там еще вглубь туда идет, уже не буду раздвигать. Там вот чемоданы. И здесь очень много полок, как вы видите, все хватает. Есть утюг. Кстати, утюг, он рабочий, я уже им пользовалась. Прикроватные тумбочки. Камушки тут делают, я не знаю, но это не наши, это Да, точно это- не наши. И светильнички такие, они работают. Я свой включала. Как бы он Нет, самое интересное, работает. твой-то мы включали, А и твой- этот тоже, здесь минус в чем, что светильник висит, а розетки нету. Я его розетки хотел, нет, да, да? хотел зарядить телефон, и потом увидел то, что нет розетки, а светильник сам есть. Но присутствует удлинитель, если что, кому-то надо будет почитать там с левой стороны, то можно воспользоваться удлинителем. Такие вот Короче, я интересные себе- штучки в кроватях. Шкафчики, полочки такие, чтобы можно было что-то положить. Ну, мы ими не пользуемся, нам хватает вот таких вот тумбочек, как бы. Ну, кровать, как вы видите, большая, она много места, короче, хватает. Удобная Добротная, да. Да. Вот, телевизор, тут Так, такой комодик. Что касается кровати, есть дополнительное одеяло. Там два одеяла. Там не одно, а два. Полотенц тоже хватает. Да. О, тут 4 полотенца. Ну, Так. получается такой вот столик. У нас телевизор стоял изначально на этом столике. Но потом что-то Вову как-то неудобно было. Он внизу как-то стоит. Да, неудобно с кровати, когда лежишь. Я привык смотреть телевизор. Неудобно получается. Угол обзора не. Да, И мы ну, решили переставить его на тумбочку, где Катя красится. Ну, это вот получается комодик такой, зеркало. Ну, уже здесь мне не получается краситься, потому что телевизор я крашусь в то зеркало. Тут уже большое, оно мне нравится. Оно на всю длину, на весь рост. Вот, ну, вот такие вот всякие... О, как это его открывается? Вот так. А, Тут даже монетки кто-то всякие оставил, такие чтобы вернуться. полочки. Их тут множество, много всяких разных. То есть вам положить что-нибудь вместо много. И как вы обратили внимание, что над нашей кроватью вот такая вот красивая картина. А это что, обои или это так наклеено? А, ну да, это полностью такое какое-то такое интересное, да? Это наши птички, нет? Не знаю, да. У них вот мы видели в магазине красивые обои, да, получше. Да, очень красивая обои. Также здесь находится вот такой вот стол. Можно сказать, рабочая зона. Да, два стулика. Ну, как вы видите, они такие уже, ну, вот такие вот пошарпанные. Ну да, мебель, конечно, не первой свежести, вы видите, Да. но мы здесь вот и монтируем Да, ваши видео и выпускаем их, как говорится, в над свет. столом есть кондиционер. Кондиционер работает, он сейчас, кстати, включен.
Ну так, 23 если градуса. честно, мы не так часто уже его и включаем. Да, если мы, честно. потому что сейчас зима, комфортно, и не холодно, не жарко, но вот сегодня, сейчас вот что-то со вчерашнего дня, такие А ты видел, чтобы жаркие, видели, смотрели кондиционер, да, жаркие такие деньки, и поэтому мы его включили. Ну да, первый раз мы Ну его да, включили. и, кстати, спим, я тоже закрываю окна. Ребятки, очень кусаются комары. Если Да. вы запустите комаров, то просто я вам сочувствую. Здесь есть большое окно панорамное, с одной стороны москитная сетка, да, мы вот пользуемся ей, а со второй стороны выход на балкон. И там сетки, как вы понимаете, что она отсутствует. Окно, конечно, не чистое, не очень. Так, вот. И когда вечером выходишь, подышать, хотел сказать, посмотреть на природу, какая тут природа. Вид, конечно, не очень. И опять же напомню, что все зависит от того, у кого вы будете снимать квартиры, у каких собственников. Все зависит и вид, и интерьер, и все эти мелкие недостатки, поэтому будьте внимательны. Ну, как вы видите, Да. у нас минус, потому что у Консультируйтесь, нас окно, если надо. балкон наш выходит. Именно вот так нам попало, что на Стройка, стройку. да, это строится и отель. С утра до 5 или до 6 вечера, ну, вот эти вот дрели, все шуруповерты, это мы все слышим. Ну, это не сильно нас смущает, так как мы в номере не находимся. Мы только просыпаемся, что-то делаем, покушали, и у нас все, у нас планы, или рыбалка, или загораем, или на море. Ну, вот такие вот дела. Вот у нас есть сушилка, это, кстати, очень большой плюс. Я уже, кстати, вещи постирала. Да, это вот постельное мы уже простернули. Да, повесили. Так, вот у нас и как вы видите, с утра, и все, оно уже сухое. Конечно, Можно тут собирать. час-два и все сохнет. Да, стол, столик, Столик. правда, один. Мы даже поначалу, первые дни, даже здесь просто-напросто завтракали, но когда держишь долго открытое окно, особенно если вечером будете ужинать, то залетают комары, и это очень, как говорится, неприятно, покусывают. Ну и если был вид на море, то было бы, конечно, шикарно. А так как кушаешь и у тебя с соседнего окна строители смотрят, то не очень приятно. Такой у нас, как говорится, балкончик. Ну, как бы вот такая вот и вся комната, что здесь находится. Но немножечко так мне неудобно, если честно, потому что Вова занял место рабочее. И покушать, ну, это очень неудобно, нам положить еду куда-то. Да, и у нас остается Правда. или же балкон, Балкон, или но- же кровать. Да, но мы предпочли кровать, потому что на балконе всегда утром уже солнце светит, мухи эти летают. Ну, это как-то, ну, не очень так приятно. Да мухи, кушать. ладно, комары больше достают. И все сразу в комнату. Ну, а а дальше... самое главное, кто не мечтал покушать в кровати? И мы целый месяц едим в кровати лежа. Да. Так что есть, как говорится, нет худа без добра. Есть и в минусах свои плюсы. Мы же аккуратные же растем. Не, ну конечно, да, мы уже так приспособились, такой столик специальный у нас уже есть, и мы смотрим Да. телевизор и так. Ну а дальше у нас кухня. Заходим мы на кухню, как вы видите, мы попадаем, ну небольшая, но как бы для меня вполне хватает этой кухни. У нас есть стиральная машина. Это просто класс, она работает, хоть даже если по-английскому написано, ну тут ничего такого, заморочек никаких нету. Взяли переводчик, взяли, перевели. Если вы знаете английский, то без проблем вы с ней справитесь. Ну, работает все, как вы видите, постельная висит, значит же все хорошо. Вот здесь есть такая посуда-сушилка, можно так сказать. Чайник электрический, но над чайником вот такая полочка. Здесь еще есть множество посуды, но так как мы не используем ее, я только сюда вот помыла, положила, которую мы пользуемся посуду. Вот, там есть еще и бокал, и стакан, даже терка есть. Но она какая-то только пластмассовая. Ну, только Ну, то есть, ребятки, я это, ну, как бы я не Да, мы трогаю. взяли то, что нам Да, нужно. Да. Помыли, все поставили. Ну, умывальничек такой вот, вода, она вся все течет, горячая, холодная, все это есть. Вот, плита. Плита, она такая вот электрическая, она работает. Но хочу сказать, что комфортка мне нравится только одна маленькая. Но не новая, но однако. Как бы готовить, кушать можно. Дальше есть второй еще такой
шкафчик, в котором находятся продукты. Ну, это уже наши продукты, мы положили, мы все помыли. Это я не знаю, что это за окно, мы его не открывали. Вот, потом здесь есть вот такой вот шкафчик, там мусорное ведро стоит. Вот здесь вот разные шкафчики, здесь есть ножи, вилки. Здесь они пустые, там есть кастрюля, вот, кстати, 2 кастрюли. Друшлачок такой вот, там наша картошка уже лежит купленная. Ну, в общем, вот такая вот кухонька. На холодильнике микроволновая печь. Ой, микроволновая. Да, Ну, правильно. микроволновка. Да, Ну, в общем, да, так правильно. только я не знаю, микроволновка. она работает или не работает. Не, работает. Это Потому что кто-то я говорил. еще ее, если честно, мы ее не включали. Ну, Холодильник. Анатолий говорил, работает. Кстати, холодильник это у нас новый. В других номерах он есть, знаете, ну такие беленькие, вот как советские, такие холодильники. Вот. Этот нам сказали, что новый. Это морозильная камера, она морозит, все хорошо. Дальше вот такая вот получается. Вот здесь вот, ну места хватает много. Здесь и вот здесь вот еще есть тоже, это уже наши все продукты. Давай закрывать, не показывать, что мы кушаем. Так, вода. Хочу сказать по воде. Доставка воды осуществляется в супермаркете. Ее можно заказать, можно привезти на такси, подвезти прямо к дому, договориться на ресепшене, чтобы они привезли. Некоторые на месяц сразу затариваются по 10-11 литровых таких бутыль. Да, и употреблять под крана как бы нежелательно, но кто уже долго живет, говорят, что ее можно отстаивать, потом кипятить и пить. Некоторые сразу кипятят и пьют, некоторые готовят пищу. Но мы не стали не рисковать, нам как бы этих 2 бутли как бы хватает. Так, что касается электроплита, у нас что тянет электричество, и есть и кондиционер. Это основные, и холодильник, который тянет электричество. Что могу сказать? Стоимость это не входит. Получается, вот у нас апартаменты стоят $350, плюс 400 фунтов, это примерно $26 вы платите отдельно за электричество. И за воду то же самое. Там стоит счетчик. И, ну, это где-то примерно $10. Ну, это грубо уже, говоря. Это уже очень много, потому что за Да. куб воды то ли вроде Да, 10 фунтов, все, то ли опять же, сколько, напомню, все 5. зависит от собственника квартир. Потому что есть студии лучше, они снимаются за 300 с более новой мебелью, и вы платите 300, и туда уже входит и электричество, и вода, и вас просто-напросто, как говорится, не разводят на деньги. Так что это то же самое, если что, пишите, консультируйтесь, мы всегда рады помочь и подсказать вам, как лучше это все правильно сделать, чтобы вы не попали в такую же вот ловушку, какую, допустим, попали мы. Так, еще один тоже недостаток, могу сказать, по этим апартаментам именно, это входные двери. Входные двери здесь очень большая, хорошая слышимость. Все, что происходит на коридоре, вы все слышите, как все равно дверей этих нету. Крик ребенка, даже ключ поворачивают в соседнем замочной скважине, вы это слышите. Ночью, когда кто-то приезжает, уезжает, очень сильно слышно. Соответственно, дверь, просто дверь, ее можно было просто шумоизоляцией пройти по контуру. Как такая пленочка есть, но ее не сделали, и, соответственно, ну, понимаете, квартира для сдачи, хотя некоторые сдают более комфортные тоже номера. Так, ну, а мы... А что у нас осталось? Это туалет и ванная комната. Так что вот пройдемте. И вот мы попадаем в вот такое вот пространство. Можно прикрыть дверь немножко, чтобы вам было видно. Ну вот получается душевая кабина. Она идет, сколько вы вычитали, 70 на 70? Да, душевая Ну, небольшая, маленькая. Ну, но- как бы Кате хорошо, Для меня удобно. мне как такому так массивному, мне как бы помыться, да, но, честно говоря, хотелось бы, ну, на сантиметров на 10 побольше. Да, ну вот здесь вот умывальник, как вы видите, вот это вот все их эти веники, метла, то есть вам обратно Для в уборки, квартире, да. Вот это вот такая пластмассовая штуковина, ну и мы для нее используем, чтобы порошок поставить, там зубные щетки.
Вот, еще зеркало, как бы зеркал множество. Вот эта вот вытяжка, ну я не знаю, вот она, вот это вот, то ли ее надо включать, Да, наверное. надо включать, и Там она розетка, работает. кстати, есть, она рабочая. Да. Ну, унитаз и вот этот такой бойлер. состояние уже не очень, но... Да, и как я вот замечал, когда обзор делали отеля Гранд, да, у нас недостаток был то же самое вот по этим проводам, да, здесь тоже так, как-то так все не изолировано, не сильно качественно, но здесь один плюс, что вода не попадает туда, сами мы не лезем, а ну, там как бы, конкретно вода да. попадала. Ну, как бы места хватает, место есть, там помыться, умыться, все это. Самое, есть да, кухня, самое тоже. необходимое, да, есть, но есть такие вот мелкие недостатки, вот вы видите. Да, и вообще, как бы я хочу сказать, что, ну, уже квартира эта и сама мебель, ну, она уже так это подустала. Так, ребята, сейчас я покажу, как выход из комнаты. Да, тоже есть недостаток, что дали нам один ключ. Везде дают 2, у нас он 1. Реально неудобно, но мы не стали, как говорится. Я задал вопрос, можно ли 2. Мне так ответили, ну, он будет у нас как на черный день, мало ли вы потеряете, лучше он у нас останется. Я не стал как бы настаивать, мы как бы потерпим. Вот здесь, если проложить эту шумоизоляцию, то здесь слышимости не будет. А здесь вместо шумоизоляции просто вот набили такую вот реечку, чтобы не было щели. И вы представляете, слышимость очень такая сильная. Так, выходим на коридор. Мы с вами проживаем на 3-м, мы проживаем на 3-м этаже. С одной стороны, вот видите, 4 номера, и со второй 4. Это не везде апартаменты. Здесь вполне возможно живут простые туристы, которые приезжают на 10 дней, потому что вот вы видите тарелочки со столовой. Здесь тоже кто приносит, он не всегда все слаживает. Ну и, соответственно, лифт. Есть лифт, он работает, но мы мало пользуемся, потому что мы чуть не застали. Он так это, ну, стрёмный, одним словом, стрёмный. И то на наш этаж, по-моему, он не ездит. Сейчас я попробую вот вызвать. Если приедет, то значит приедет. Я покажу, как он выглядит внутри. А, приехал. Так, ну вот такой вот. И по ним получается, когда он едет вниз, это все открыто. Видите, что так это есть немного недостатки. Hi, hello. Так, ребята работают, вот не знаю как, где, но у нас вот замечательный паренек. Очень такой, ну, отличный парень. Иногда воды предлагает, иногда туалетную бумагу. Некоторые сразу $1, ну, этот сам понимает, что мы живем, это все это. И, ну, конечно, его тоже, в свою очередь, угощаем нашими конфетками. И как вы видите, когда Вова ушел показывать вам в лифт, ну, то у нас двери, они не закрываются. Обязательно надо ключом закрывать. То есть мне пришлось бы встать, закрыть ключ, потом бы Вова постучался, я бы пришла к нему, закрыла. Там что-то с ручкой. Да, не работает сама ручка. Вот. Да. Если ключ открыт, то дверь... Дверь, она просто тупо открывается. Видите? И вот в чем недостаток. Я утром в 5 ухожу на рыбалку, и к Екатерине приходится будить, чтобы закрываться. Да. Это все, понимаете, зависит от собственников квартир. Как я напомню, что они, конечно, все наши соотечественники, ну даже и наши соотечественники бывают разные. Ну а на этом мы будем заканчивать наш обзор. Оставайтесь с нами. От вас лайк и подписка за самый честный обзор. Ну и встретимся в следующем ролике. Пока-пока.